Всем привет, дорогие друзья! В данном ролике я бы вам хотел показать, как я своими руками буду делать приставной столик. Он называется кофейный столик, либо столик для ноутбука. Для этого вам понадобится данный инструмент: болгарка, уровень, молоток, сварочное оборудование, электроды, обязательно магнитные вот такие уголки, перчатки, средства индивидуальной защиты, отрезные диски, шлифовочные диски и сам сварочный аппарат. Да, и обязательно выбирайте удлинитель, чтобы было на 4 вилки, чтобы в одно гнездо вы могли присоединить сварочный аппарат, а в другое болгарку. Также для данного журнального столика потребуется материал. Я купил профильную трубу размером 20 на 20 миллиметров. По количеству я купил с запасом 10 метров. Ну что, приступим? Для начала берем болгарку. В данном случае у меня болгарка фирмы Bosch. Диаметр диска 125 миллиметров. Диск берем обязательно лепестковый. И приступаем к шлифовке профильной трубы. После того, как мы зашлифовали все профиля, мы приступаем к разметке и нарезке самого профиля. Сам профиль будем размечать по размерам самой столешницы. После того, как мы нарезали сам профиль, приступаем к свариванию углов. По углам обязательно устанавливаем вот такие магнитные уголки. С ними варить проще, и углы получаются под 90 градусов. Надеваем маску и начинаем варить. Мы сварили первую конструкцию. Это у нас будет верхняя часть, на которую будет опираться сама столешница. Вот мы и приварили нижнюю часть, на котором будет опираться наш столик. Вот это у нас верхняя часть. Швы мы полностью все зашлифовали сразу. Дальше мы будем приступать к свариванию вертикальных стоек. Вот я закончил сварочные работы. Получилась у меня вот такая вот конструкция с профильной трубы 20 на 20 миллиметров. Вот данную перекладину я поставил для того, чтобы сюда, возможно, поставить какую-нибудь бутылочку, чтобы она не опрокинулась. Сейчас немножечко все подшлифуем и приступим к покраске. Смотрите, какая красота. Перебрался я в теплое место, чтобы покрасить данную конструкцию. Мне кажется, получилось очень хорошо, красиво. Красил я матовой краской. Вот она. Сверху, как видите, я сделал отверстие. Здесь, чтобы закрепить саму столешницу. На данную конструкцию у меня ушло времени порядка 4 часов. После того, как я покрасил данный столик, я приступил к покраске самой столешницы. Вот столешницу такую купил доску, а к ней я купил вот такую вот краску, а точнее лак для бань и саун. Он бесцветный, я специально такой хотел. Вот одним слоем я покрыл. Вот. Он будет бесцветный, немного блестеть. Кстати, чтобы закрыть торцы профилей, я купил такие вот черные заглушки. А для того, чтобы данный столик у меня не царапал ламинат, я купил такие фетровые самоклеющиеся подкладки.